Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека! И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я хотел бы сделать такое довольно простое и нейтральное аудиосообщение или подкаст на тему моего последнего микроотпуска, который я сделал вместе с моей женой. Мы ездили отдыхать в город, который называется Дананг. Он находится всего в 40 километрах, нет, в 30 километрах или даже в 20 километрах от моего города, где я живу, поэтому это совсем недалеко. Но, тем не менее, это была очень важной поездкой для нас, и я расскажу вам почему. Несколько слов о реакции на предыдущий подкаст. Очень много людей написало очень много комментариев. Некоторые комментарии были довольно-таки интересные, некоторые были просто, я бы сказал, даже оскорбительные. Но я не стал реагировать на эти комментарии. Я думаю, что тот человек, который написал эти комментарии, он сам показывает себя не с самой лучшей стороны. Вот. А остальные все понимают, что происходит. Тут ничего не нужно дополнительно объяснять. Такие дела. Но, конечно, прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать большое спасибо всем моим патронам. В последнее время у меня добавилось еще несколько патронов, и нас уже там больше 260. Давайте вместе наберем 300 человек, и это уже будет классный майлстоун. Будет 300 патронов, так что если вы еще не патрон, чего вы ждете? Ребята, всего $4 в месяц. Если вам нравится слушать этот подкаст, если вы слушаете его часто, если он вам помогает, то почему бы не поддержать вашего креатора, то есть меня, монетой? Мне будет очень приятно, и это поможет мне больше времени уделять этим подкастам. Это поможет вам получить транскрипции ко всем подкастам, ко всем эпизодам, и это очень и очень важно, когда вы изучаете язык. Так что, друзья, посмотрите, переходите по ссылке в описании внизу, и если вы смотрите это на YouTube, то вы можете увидеть ссылку в правом верхнем углу. Там будет ссылка прямо в этот момент. Вот, ну что, давайте слушать подкаст. Готовы? Поехали! Ну, во-первых, тут немножко жарко у нас, поэтому я буду периодически дышать вот так. Но я постараюсь говорить медленнее. И это будет довольно простой подкаст, никаких трудных слов. Так что я думаю, всем, даже кто новички, будет интересно послушать и понять о том, как же прошел мой микроотпуск. Ну, во-первых, почему я называю это микроотпуск и почему это отпуск, а не просто отдых? Но я думаю, главная причина, почему я называю это отпуском, потому что это когда я и моя любимая, мы вместе уехали из дома, и мы не ночевали дома. И это произошло в первый раз за последние 5 лет. Последний раз вместе мы отдыхали, мы ездили в Россию зимой 2019 года. То есть вот, уже больше 5 лет мы не отдыхали вместе. Но как так? Как это произошло? Все просто, потому что был COVID, и мы живем сейчас довольно далеко от всех наших родственников. И, конечно, как вы знаете, у нас очень много детей, наших хвостатых и четырехлапых. Вот. Поэтому было трудно найти кого-либо, кто бы мог с ними посидеть, пока мы бы путешествовали. Потому что наши животные, особенно собаки, они не
как сказать, не самые простые животные. Все дело в том, что когда мы их спасали, у них уже были разные психологические травмы, поэтому они очень трудно уживаются с новыми людьми, скажем так. Вот. Но произошло чудо. Мой дорогой друг Юрий, которого вы уже знаете по моим предыдущим подкастам и видео. Если вы еще не знаете, то обязательно посмотрите подкасты, послушайте. Юрий очень замечательный человек. Он раньше работал в приюте для животных здесь же, во Вьетнаме, поэтому у него уже есть хороший опыт. И он очень любит животных, и он также веган, что все плюс-плюс-плюс для нас. И он очень ответственный человек, что немаловажно. Нам было очень трудно найти кого-либо, кому мы могли доверить наших детей. И мы нашли такого человека, и он сейчас живет с нами уже почти месяц. И, конечно, когда была первая неделя, наши собаки не очень-то его любили, как и все. Они не любят никого нового. Поэтому очень много на него лаяли, не подходили к нему близко, и даже несколько раз его моя собака покусала. Ну, не серьезно, но такие маленькие укусы и царапины у него остались на память. Но он, тем не менее, не испугался, он продолжал своей любовью, своим добрым голосом с ними разговаривать, делать им комплименты. И после нескольких недель они его полюбили. Вот. И мы решили сделать такую тестовую поездку, чтобы посмотреть, как они смогут быть без нас. В целом все прошло хорошо, но были кое-какие маленькие проблемы, о которых я расскажу уже позже, в конце нашего подкаста. Ну, во-первых, что мы решили сделать? Было несколько идей. Была идея поехать на остров, который находится недалеко от Хой-Ана, где я живу, и пробыть там вот одну ночь. Была идея поехать в другой город, который находится довольно-таки далеко, и там была поездка бы на поезде, там очень красивый вид. Или вот самая простая идея поехать в Дананг, это соседний город, то есть совсем близко, где мы были много раз. Обычно мы туда ездим по делам. И, казалось бы, в Дананг поехать — это довольно-таки тривиальная идея, там ничего интересного. Но я думаю, что это был отличный выбор, потому что ехать на остров только на одну ночь — это слишком мало. Нужно там время на пароме, и там, хочется побольше времени там провести. А если ехать в Хуэй, это еще дальше город, чем Дананг. Это тоже было очень много времени в дороге, и тоже бы не сильно мы бы отдохнули. Но Дананг — это был отличный выбор, потому что это не очень далеко, всего 40 минут на мотоцикле от нашего дома. И в то же время мы уже знали немножко этот город, то есть мы знали, куда нам интересно было бы сходить, чтобы мы могли поделать. Поэтому, да, мы поехали в Дананг и провели там 2 дня, по сути. Конечно, как обычно, когда мы собирались утром, мы собирались выехать из дома примерно в 9 часов, но уехали только в 11. То есть, как вы знаете, всегда процесс сборки, когда люди готовятся к поездке, обычно уходит дольше. Мы такие люди, которые сильно не планируют задолго, не пытаются собирать чемодан за месяц. Мы прямо утром чемодан быстро собрали. Тем более это была недолгая поездка, только на одну ночь. Вот. Поэтому мы уехали в 11 часов и приехали туда к 12 часам. Мы арендовали номер в отеле. Он находится, я бы сказал, почти в центре города. Там город довольно большой, Дананг, и есть разные центральные районы. Но это, да, довольно-таки центральное место, но в то же время не слишком шумное. Мы находились недалеко от реки, потому что Дананг такой особенный город. Он разделен на 2 части в основном. И одна часть, она находится рядом с морем,
а другая часть, и эта часть отделена от другой части рекой. Поэтому это так красиво, то есть тут и там и море, и река, и очень много мостов. Но это очень классный город, поэтому я всем рекомендую сюда или туда съездить. И, конечно, приезжайте ко мне в гости в Хойян, мы вместе сходим, погуляем, сходим в кафешку. Буду очень рад вас видеть, друзья. Если вы будете приезжать в Хойян, то пишите мне на почту inrussianfromafar@gmail.com, и я с радостью вас встречу. Да, время заселения в гостиницу должно было быть примерно в 2 часа, и мы приехали где-то в 12, поэтому сначала мы съездили в ресторан покушать. Мы покушали в ресторане, в котором мы уже были, и после этого мы решили поехать в гостиницу, но когда мы приехали в гостиницу, то наш номер в 2 часа еще не был готов, и мы там немножко посидели и подождали. Потом, когда мы все-таки зашли в номер, это было очень приятный, небольшой, но чистый и номер с классным дизайном. Вот. Что интересно, в этой гостинице было несколько номеров, которые нам нравились. И там был один номер такой довольно большой, с красивым видом на реку. И другой номер, он чуть поменьше, хороший дизайн, и в нем есть ванна. Но нет красивого вида. И что мы выбрали, как вы думаете? Конечно же, мы выбрали номер с ванной. Почему? Да потому что я очень люблю принимать ванну, но здесь, во Вьетнаме, большинство домов, они не имеют ванны, поэтому для нас возможность полежать в горячей ванне была очень важным критерием. И мы взяли этот номер с ванной. Да, значит, мы зашли в номер, посмотрели, нам очень понравилось, мы отдохнули немножко, и после этого мы пошли гулять по городу. У нас была идея найти место, где мы могли бы поиграть в настольную игру. Вы знаете, как я и моя жена, мы очень любим играть в настольные игры. В последнее время, я думаю, даже моя жена еще больше любит играть в игры, чем я, что мне кажется совершенно невозможным, но это так. Вот. Да, и мы прогулялись по городу. Очень классно. Конечно, город не идеально подходит для прогулок, как и большинство городов Вьетнама, потому что все обочины заняты мотоциклами, ресторанчиками, кафешками, что-то люди продают, поэтому всегда приходится идти по дороге. Но, тем не менее, все равно я очень люблю гулять, и мы это и сделали, мы погуляли. Вот, мы пытались найти одну кафешку, но, к сожалению, когда мы туда пришли, нам не очень понравилось, поэтому мы пошли искать другую кафешку, и потом случайно мы нашли вафельную. И вафельная оказалась очень классной, где готовили бельгийские вафли, а самое главное, конечно же, там были веганские вафли. И мы заказали эти вафли, я заказал вафли с клубникой, а любимая заказала вафли с манго и кокосовым молоком. Это были очень классные вафли, хрустящие, и также они подавали чай вот к этим вафлям. Так что мы поели, довольные, счастливые, и после этого мы пошли домой. Кстати, еще одну очень классную вещь, которую мы нашли, это называется boba tea по-английски, или bubble tea, то есть такой чай с молоком в пластиковых стаканчиках с такими, я уж не знаю, как это назвать, с таким желе в виде шариков маленькими. Возможно, если вы когда-нибудь были в Азии, то вы знаете, что это такое. И это очень популярный напиток, и люди всегда его очень любят здесь пить, в Азии, во Вьетнаме особенно. И моя жена также очень любит этот чай,
но обычно он всегда готовится с коровьим молоком. И так как мы не пьем коровье молоко, это было немножко грустно для моей жены, что другие всегда пили этот чай, а она не могла его пить. И тут мы нашли одно место, где готовили этот чай на овсяном молоке. И она была так рада, там было много разных вкусов. И да, мы выпили этот чай с молоком, с сахаром. Для меня это, конечно, не самый вкусный напиток, но моя любимая ей нравится, так что да, хорошо для нее. В общем, это был довольно приятный день с точки зрения гастрономии, можно так сказать. После того, как мы вернулись домой, после нашей вот этой прогулки, мы опять же немножко отдохнули дома, и после этого пошли дальше гулять уже по мосту. Там был такой один пешеходный мост, который находился недалеко от нашего отеля. Но точно, перед тем, как мы дошли до моста, мы прошлись через такую европейскую деревню, как это называется. И там, я думаю, жили самые богатые люди в этом городе. Я вообще был поражен, что нас туда пустили. Моя жена говорила: нет, нас туда не пустят, там сидит охранник, нам нельзя. Я такой: ну давай спросим, хуже-то не будет. Я спросил: можно пройтись? Он сказал: да, погуляйте, без проблем. И мы такие: уху! И мы погуляли там было очень тихо, очень красиво, огромные виллы, очень красивые дома. И да, мы такие думаем: вот, было бы классно тоже иметь здесь свой дом. Но я думаю, наверное, дома в этом районе, которые там были с видом на реку, стоят, наверное, неимоверных денег. Но, тем не менее, было прикольно пофантазировать. И вот, после того, как мы прогулялись по этой деревне, мы сходили на пешеходный мост. Это интересно, этот мост, потому что на этом мосте нет никаких ни мотоциклов, ни велосипедов. Люди только ходят пешком. Он большой, довольно длинный. И этот мост очень популярен среди молодежи. Они любят устраивать там пикники прямо на мосту. Они сидят, они отмечают дни рождения, приносят там разные тортики, музыку, вот, и играют иногда живую музыку. Это очень необычное место. Так что, если вы будете в Дананге, то очень рекомендую вам сходить на этот мост. После того, как мы перешли на другую сторону моста, там было такое тоже аутентичное мини-поп-ап кафе. Мужчина продавал кофе, чай и камбучу с его маленького велосипеда. И он стелил на траву пледы, а вокруг них были разные фонарики. И это было очень романтичное место. Ты лежишь на этом пледе или сидишь, и у тебя открывается вид на всю реку, на весь город. И если бы не было очень громкой музыки на другой стороне реки, то это было бы очень-очень классно. Ну и в целом мне очень понравилось это место. Было очень расслабляюще. И после этого мы пошли на ужин. Пришли мы довольно поздно в ресторан, где-то уже к 9 часам вечера. Мы поели, вот. Я съел какой-то фалафель, что там было еще, салат греческий. У меня была средиземноморская тарелка, называется это так, или чашка. Вот, да, было вкусно. Моя любимая съела сэндвич. И после этого мы пошли назад домой. И, конечно же, идея была в том, чтобы принять ванну. Я уже приготовился, что сейчас будем принимать ванну. Она была очень красивая, сделана из камня, чистая ванна. Вот. И я проверил воду, там была горячая вода, я включил, она наливалась. Но, как оказалось, вода в этой ванне не была очень горячей через 3 минуты, потому что там работал бойлер, который очень быстро нагревал горячую воду, но в то же время потом, через несколько минут, она становилась все менее и менее горячей. Из-за этого мне приходилось кипятить воду в чайнике. Слава богу, у нас был чайник, и даже у нас был там
была мини-кухня, были кастрюли, была плита, поэтому я быстренько разогревал воду на плите в чайнике, и я думаю, что я залил в эту ванну, наверное, 10 чайников, там 3 или 4 кастрюли, и, конечно же, подливал еще воду из крана. Но в итоге нам удалось принять ванну, это был очень расслабляющий опыт, и после того, как мы вышли из ванны, мы пили чай и смотрели какой-то мультфильм про уток. Вот. А на следующий день мы проснулись немножко поздно. К сожалению или к счастью, погода была не очень солнечная, что, с одной стороны, конечно, было грустно, потому что мы хотели поехать смотреть рассвет на море, но, с другой стороны, по крайней мере, гулять было не так жарко. Да, было довольно приятно для прогулок. Был легкий ветерок, было пасмурно, и даже был маленький дождь. Буквально пару капель. И в этот раз мы решили взять велосипед на прокат. Дело в том, что в Дананге есть система прокатных велосипедов. По всему городу стоят такие станции, которые ты можешь брать в аренду с помощью приложения на телефоне. Ты скачиваешь приложение на телефон, сканируешь этот велосипед, пополняешь деньги на приложении с помощью твоей карты и едешь, катаешься. Я не знаю, если это возможно сделать с помощью иностранных карт, но с помощью вьетнамских карт это очень легко делать. Вот, и мы катались, опять же, по всему городу. Что мы делали? Мы также отдыхали, ходили в кафешки. Честно говоря, сейчас я даже не могу вспомнить, куда мы ходили. Блин, у меня просто вышибла память. Ах да, мы поехали на завтрак в булочную. Там была очень классная французская булочная, и там были пончики, были дэниши, такие как булки с корицей. И мы туда поехали, попили чай с этими пончиками. В общем, у нас был реально такой гастрономический отпуск. Микроотпуск. Вот. Однако мы получили звонок от Юрия, который сказал, что Финн, наш пес, он, к сожалению, совершенно не гулял утром. Он отказался гулять, он просто лежал и смотрел на ворота. И я подумал, что он просто скучает по нам. Вот. И поэтому он никуда не хочет идти. Я такой, ну ничего страшного, мы приедем после обеда, и мы с ним погуляем. Вот. Но мы дальше, получается, ездили... мы сходили на море, я поплавал в море, и Туи, она не плавала, но мы там встретили нашего знакомого, и с ним тоже немножко поболтали. После этого мы вернулись в гостиницу, переоделись, приняли душ, собрались, и было уже 12 часов, и мы поехали обедать. Вот, мы пообедали и поехали назад домой. То есть наш отпуск, видите, был всего ровно, даже не 2 дня, а ровно 24 часа. Потому что мы, не 24 часа, я бы сказал, 26 часов. Потому что мы выехали из дома во сколько? Мы выехали из дома в 11 часов в четверг и вернулись домой примерно в 2 часа в пятницу. Вот, такой был мини-отпуск. Но там у нас еще была проблема, что дома сломался холодильник, а когда мы вернулись, наша собака не могла ходить. Он не мог встать, просто он лежал, и он сильно нас перепугал, и мы сразу повезли его к врачу, но когда я с ним начал выходить, он все-таки смог немножко пройтись. Дело в том, что у него артрит, он не очень старый, но у него проблемы были с самого детства с его ногами, и у него выработался артрит уже, поэтому он может ходить сейчас, все в порядке, просто ему нужно было расходиться, и мы даем ему сейчас разные обезболивающие, и также даем ему масло конопляное каждый вечер перед сном. Это помогает ему для его суставов. Ну вот и все. Так прошел наш микроотпуск. Конечно, это было очень мало времени,
но это уже был маленький шажок в сторону того, чтобы я и Туи могли немножко отдохнуть. Конечно, мы очень любим наших собачек, кошечек, но мы также очень любим путешествовать. Поэтому здорово, что Юрий смог нам с этим помочь. Еще раз ему низкий поклон за это. Вот. И, друзья, расскажите, а вы часто ездите в путешествие? И устраиваете ли вы такие микроотпуски, как я делал, или такие, как staycation? В какой-то степени это тоже был staycation, потому что мы не уезжали далеко. По сути, мы были, недалеко от дома, скажем так. Вот. Да, поделитесь в комментариях этим на YouTube или пишите на Spotify. Там тоже можно делать так. А также вы можете отправлять мне ваши аудиосообщения на мой email inrussianfromafar@gmail.com, и мы здесь все их вместе будем слушать. Еще раз спасибо, друзья, за прослушивание подкаста. Желаю вам отличного дня, до скорого и пока-пока.